Всем привет, друзья! Меня зовут Джули, и это мое первое видео на канал YouTube. Мой блог будет посвящен путешествиям, известным секретным местам и самым интересным эксклюзивным тачкам. Сегодня я хотела бы рассказать вам про Оранж Каунти, а именно про Ирвайн. Оранж Каунти находится в 50 милях к юго-востоку от центра Лос-Анджелеса. Рядом находятся Лагуна-Бич, Хантингтон-Бич, Ньюпорт-Бич. И это самые популярные туристические места для американских миллионеров. И туда мы скоро отправимся. И все вместе это Джулия Ти-шоу! Я долго думала, на чем поехать и показать вам Оранж Каунти. Конечно, можно было взять Mercedes, BMW или даже Ferrari, но это слишком банально. Как насчет заряженного Челленджера? Какие эмоции у вас вызывает данная тачка? Лично мне очень хочется ее потрогать. Она ассоциируется у меня с таким брутальным, накачанным, даже, возможно, лысым мужиком. Я не буду рассказывать вам все характеристики данной машины, вы это можете прогуглить сами. Достаточно знать лишь, что здесь 5,7 литров, V8, и здесь есть своя воздушная подвеска с пультом управления. И сейчас мы покажем вам ее в действии. Блин, ребят, на самом деле эта тачка, она вызывает просто бурю эмоций у меня. Вы только послушайте этот звук. Ребята, теперь самое интересное. Сейчас в руках у меня находится пульт от той самой подвески, о которой я говорила вам ранее. Данная модель называется DVS. Она контролирует в 7 режимах полностью подвеску. Либо вы можете поочередно поднять каждую ось. Вот переднюю, нажав на эту кнопочку, и заднюю. Слышь, кто это так скачет? Почему данные тачки в Америке называют muscle car? Потому что они объемные, обвешанные, с большим салоном. Вы только посмотрите на этот салон. Даже все мои вещи поместились в данную тачку. А для девушки это очень важно, так как для нее машина это второй дом на колесах. Очень комфортный, мягкий и удобный, если вы понимаете, о чем я. В моем представлении, когда холостой мужчина прилетает в Америку, он берет именно Челленджер, не Феррари и не любую другую машину. Я сейчас объясню почему. Если вы возьмете Феррари, максимум, что вы можете в ней сделать, так это прокатиться, сфоткаться и наснимать кучу селфи. А в этой машине вы можете сидеть, лежать и даже высунуть ноги в люк. Мерседес я вожу уже более 5 лет, и мне явно есть с чем сравнить. Главное отличие данной тачки от Мерседеса заключается в том, что Мерседес стал в последнее время слишком попсовым. Он наполнен какой-то ненужной электроникой. Я вам больше скажу, за 5 лет езды на Мерседесе я даже не открывала книжку. Что за книжка? Как эта книжка называется? Сейчас, подожди, я хотела сказать, ну типа вот это вот инструкция или как она называется? Да, так и называется инструкция. Блин, блондинка в деле. Бомбарбия. Киргуну. Ready to work. Off I go then. More work. All right. Locked and loaded. Say the word. Job's done. Блин, опять я не могу пройти в Варкрафте логово орков. Кстати, вы не поверите, но сейчас позади меня находится та самая штаб-квартира Blizzard, где были созданы такие шедевры, как Dota, Warcraft, Starcraft, Diablo. А теперь давайте посмотрим, что же находится внутри. You need people that are as passionate about engaging with other people and building something as they are about the thing they're building itself.
It's that drive. It does speak to what we do as a company and who we are. One of the interesting things about working here is our culture. It's extremely passionate. It's quality first. All of the things that are carved around the orc out in the main courtyard. Кстати, призовой фонд чемпионата мира по Dota 2 в 2018 году составил более 25 миллионов долларов. Вы можете представить эту сумму? Wow. Ladies and gentlemen, OG, your TIA champion! Индустрия видеоигр за последние десятилетия очень выросла, так что теперь киберспортсмены считаются классными чуваками. Девочки, на заметку. Ну вот мы и приехали. Вау, какая красота! Ребят, это определенно самое красивое место в Калифорнии. Честно признаться, я сама его вижу впервые. Обожаю встречать закаты. Это, кстати, ребят, самое лучшее место для визуализации. То есть, если честно, мне хочется остановить съемку, взять свой любимый блокнотик и просто закрыть глаза, помечтать и написать все, что придет мне на ум. Между строк мы теряем контроль. Я разгоняю волны в океане твоих милых глаз. Ты скромную улыбку свою от меня прошу не скрой. Моя родная Лейла Лоу, неземная Лейла Лоу. Зачем мне нужен мир, в котором нету места для нас? Мне нужен мир, в котором кроме нас нету никого. Посмотрите, что я там нашла. Их там был целый миллион. Они, правда, мне все ножки искололи, но это самый незабываемый закат в моей жизни. Это просто как компьютерная графика. У меня слов нет. В данный момент я мечтаю о том, чтобы мой проект реализовался, он стал успешным, и я очень рассчитываю на вашу поддержку. Это для меня очень-очень важно, имеет огромное значение. Знали бы вы, как я волнуюсь и что сейчас происходит внутри меня, эти эмоции, они непередаваемые. В ближайших выпусках мы покажем вам лучшие и секретные места в Малибу, а также новая рубрика недвижимости позволит вам увидеть дома и апартаменты мечты. Если вы планируете учиться в Америке, то рубрика образования поможет вам в этом разобраться. Подписывайтесь на мой канал и ставьте палец вверх, все самое интересное впереди!